Вы просто вдумайтесь, что человек — это единственное живое существо на этой планете, которое всю пищу сейчас обрабатывает термически, абсолютно всю пищу. Перейдем к негативно действующим факторам в питании. Давайте о них немножко поподробнее. Да, то есть первый, самый важный фактор — это то, что вся современная пища просто напичкана сахаром. То есть что я подразумеваю под сахаром? Что это такое сахар? Это не только белый сахар, который вы видите, песочницы и так далее, когда вы кладете его себе ложкой в еду. Это кристаллическая фруктоза и глюкоза. То есть, белый сахар — это глюкоза, а есть еще фруктоза, которые напичканы все промышленные переработанные продукты сейчас. Печеньки, десерты, тортики, консервированная продукция, колбасы, сыры. Везде добавляется дополнительно сахар при производстве промышленных продуктов. Сахар — это не только то, что сладкое. Мука и продукты переработки муки, такие как макароны, это тоже на самом деле сахар. Он конвертируется в нашем организме в сахар. И приготовленные крахмалы, то есть это приготовленные злаки, когда вы варите овсяночку утром, или вы варите себе гречку и считаете, что это полезное и правильное питание, на самом деле эти приготовленные крахмалы — это тот же самый сахар, только в концентрированном виде. Я просто за волосы берусь, если бы они у меня были, когда людям с сахарным диабетом назначают кашки на молоке с утра или там гречку есть и так далее. Хотя это как раз-таки и приводит к сахарному диабету на самом деле, и мы поговорим об этом чуть поподробнее. Следующий этап — это масло. То есть это все жиры, которые попадают к вам в еду. Это подсолнечное масло, на котором вы жарите. Это оливковое масло в бутылках, которое разливается и хранится 2 года. Это сливочное масло. Это любое масло. Вы сейчас зафиксируете для себя. Я дальше объясню, почему и насколько это критически важно для нашего организма. Любое масло извне, которое мы получаем в каком-то отжатом виде с помощью промышленных, переработанных, с помощью промышленных технологий переработки, когда мы отжали масло и потом его добавляем себе дополнительно в еду, это неестественно для нашего организма. Очень неестественно. Задумайтесь над этим. Самого по себе масла в жидком виде, его в природе нету. Оно есть только во взаимодействии с другими элементами, с цельными продуктами, там, орехами или семенами. А вот масло, которое везде сейчас льется в еду литрами, все жарится на масле. Потом масло добавляется в еду. Мы там кашу варим, обязательно нужно масло. Что-то жарим, обязательно нужно масло. Это все впитывается. Никто не задумывается о том, а как это масло на самом деле влияет на здоровье. Следующий негативно действующий фактор — это переработанные продукты. И вот еще раз здесь, да, рафинированные продукты в первую очередь сюда входят. Что такое рафинированные? Это очищенные продукты. Например, современные овсяные хлопья, там ясно солнышко. Это когда берется зерно, оно очищается от своей оболочки, от самых каких-то ценных элементов, и из него делаются хлопья, которые человек потом варит 20 минут с молоком и ест это. Вы видите, что обычно превращается каша, которую ты варишь 20 минут, она превращается в клейстер. И этот клейстер, он не очень естественный для нашего организма, для нашей пищеварительной системы. Следующие, да, переработанные продукты — это консервированные продукты, отдельное направление, которое вы видите в магазинах. Это все, что в консервных банках, это все, что запаковано. По факту любая еда, которая запакована в упаковку, это так или иначе консервированная продукция. Это продукты, переработанные продукты, это продукты, которые содержат очень мало питательных веществ в себе. Очень мало питательных элементов. У вас вот уже пошли вопросы: а льняное масло, а кокосовое, и так далее. Ребята, это просто масло. Вот смотри, это и есть наше убеждение, что нам всегда рассказывали, что масло — это так полезно и так далее. И мы даже не задумывались о том, что может быть по-другому. Я тоже когда-то об этом не задумывался. Пока компанию свою производственную не организовал, и мы взяли, просто масло отжали из льняных семян. Во-первых, я понял сразу, что нет никакого холодного отжима, его просто не существует, холодного отжима. Это маркетинг. В момент отжима, когда семечко выдавливается, температура до 200 градусов доходит. А термическая обработка, а это вот следующий пункт переработанных продуктов, термически обработанные продукты. Термическая обработка разрушает от 90 до 100% питательных веществ, в зависимости от времени обработки. Достаточно 10-15 минут, чтобы в продуктах 90% компонентов было полностью разрушено. То, что было приготовлено природой для вас,
мы это разрушаем. Вы просто вдумайтесь, что человек — это единственное живое существо на этой планете, которое всю пищу сейчас обрабатывает термически, абсолютно всю пищу. Мы ее всю прогоняем, мы перестали есть сырую еду, мы перестали есть свежую еду. Она вся переработанная, или прошла промышленную переработку, или термическую обработку, а так или иначе промышленная термической обработке подвергается. Переработанные продукты, газированные напитки, ну это вот сюда можно отнести сахар. Газированные напитки — это чистый сахар с водой. Идем дальше. Негативно действующие факторы. Консерванты в этих переработанных продуктах. Переработанные продукты, они не будут сами по себе вкусные. Вы когда-нибудь пробовали колбасу есть без специй, без соли, которую туда добавляют? И без консервантов она бы как хранилась? Срок хранения какой бы был реально у оливкового масла? Вы на бутылке возьмите оливковое масло, срок годности 2 года. Не хранится масло 2 года, оно окисляется сразу же. Красители в продуктах питания. Улучшители вкуса и запаха, глютамат натрия и куча всего еще сейчас напичкивают продуктами. Просто начните смотреть на состав продукта, что вы едите вообще, что вы выбираете. Везде есть сейчас там сорбат калия, нитрат натрия, глютамат натрия во всех сырах и колбасах и так далее. Это усилители вкуса. Потому что сами по себе эти продукты не особо-то и вкусные для наших рецепторов нашего языка. И вот эти продукты, консерванты, усилители вкуса, они являются токсинами для нашего организма и для наших клеток. Они их повреждают. То есть это повреждающие компоненты.